Даже на похоронах близкого мы ловим себя на мысли о том, как это снять. Что если начнется ядерная война, погибнут все. Американцы наделали кучу дерьма. Ну это что, означает, у нас соревнования в количестве и в качестве дерьма? Националисты – это такие зверушки, которые просто ненавидят русских. В Украине есть радикальные партии, есть националисты, но они есть и в России. Мне всегда казалось, что Россия может быть частью совершенно уникальной, выдающейся частью мировой цивилизации. Создано государство Украина, скомпрометирован русский язык. Понадобится десятки лет для того, чтобы как-то научиться сосуществовать по завершению войны. Друзья, я представляю вам очередное интервью. На этот раз эксклюзивное. Я поговорил с кинопродюсером Александром Роднянским, который работал над такими фильмами, как «Девятая рота», «Обитаемый остров Сталинград», «Левиафан», «Дылда» и многие-многие другие. А недавно министр обороны Сергей Шойгу попросил убрать его из культурной повестки в России за антивоенные высказывания. Мы с Александром обсудили нынешние события в Украине, российскую пропаганду и Владимира Зеленского, с которым Роднянский давно знаком. Мне кажется, интервью получилось очень интересным и актуальным, поэтому посмотрите его целиком. И еще, друзья, мой прошлый ролик 80% зрителей посмотрело, не подписавшись. Поэтому не забудьте, что это новый канал, и обязательно подпишитесь на него и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Приятного просмотра! Где вы были 24 февраля? В Москве. Как вы узнали? Ну, у меня абсолютно кинематографическая история. Так обычно начинаются фильмы. Мне ровно в 5 утра позвонил мой сын из Киева и сказал вот таким, знаете, как бывает после неожиданного пробуждения, вынужденного, таким ломаным голосом, он сказал: «Папа, началось». И дал мне послушать телефоном такие разрывы. То есть стреляли ракетами по пригородам Киева, это были Бровары, где была какая-то, судя по всему, ну, наверное, инфраструктура, по мнению российских войск, куда они начали стрелять. Вот для меня началась война в 5 часов утра 24 числа. А минут через 20 мне уже позвонил мой товарищ, один из ключевых украинских политиков, и сказал, что мы срочно хотим кого-то в России найти для разговора, потому что у нас не получается разговаривать с государственными чиновниками, они как бы завалили все, нас не слышат, найди кого-то из бизнеса. И вот так началась война. Вы уже не спали в тот день? Нет, конечно. Я тут же включил телевизор и увидел выступление Владимира Владимировича Путина, который с таким сжатым лицом объявлял войну Украине. И я, честно говоря, поймал себя на мысли, на воспоминании, которое касается моих институтских лет. Я помню, вот в киноинституте я учился в мастерской выдающегося советского режиссера неигрового кино Феликса Соболева. Он говорил, что у нас проклятая профессия. Даже на похоронах близкого мы ловим себя на мысли о том, как это снять, как это запомнить. И вот я себя поймал на мысли, что там 5 каких-то 40 или там 6 утра 24 числа выступает президент Путин, мне звонит сын, и бомбят мой родной город. Ну, какое-то кино, такое дурное, безумное кино. И все. И вот так она для меня началась. Это новая глава жизни, и это безумие мирового масштаба, я считаю. Вот эту речь Путина, которая была показана, потом стало ясно, что ее записывали заранее. То есть, все то, что происходило, и Совбез, и признание ДНР и ЛНР, и все вот это вот, и голосование, обоснование, то есть, это все заранее было срежиссировано, заранее было запланировано, и все об этом знали. Ну, знаешь, у нас же такая странная психология. Мы все это видели и раньше. Мы об этом 1000 раз разговаривали. Сидели в компаниях, в ресторанах, в своих домах, как говорилось в советские времена, на кухнях. И бесконечно вели эти беседы с друзьями, с близкими, с родственниками, с кем угодно. Будет война, не будет война. Что он имеет в виду? И вроде бы и с умным видом, я помню, кому-то, вот мне не пишет моя приятельница сейчас, она пишет: вот вы были правы. А я не помню, был ли я прав. Я кому-то сказал, что, наверное, будет война. Сказал ли я сам не понимал. Я вот по-настоящему не мог поверить, что это возможно, потому что казалось, что это повышение ставок, что это, какая-то крупная политическая игра. Ты в какой-то, играют серьезные дяди в какую-то игру, которая мне дико не нравится, и которая касается ядерного оружия и войны. Вообще пошли в такой вход
карты, мягко говоря, неприемлемые для приличного разговора, особенно для тех, кто вырос, как я, в какие-то условно-советские времена, когда даже советское руководство категорически использовало пацифистскую риторику. «Никогда больше» звучало тогда. Не можем повторить. А никогда больше. Это разные вещи. Больше того, тогда была, я помню, знаменитая теория ядерной зимы, которую всячески объяснял по советскому телевидению академик Никита Моисеев, и которая сводилась к тому, что если начнется ядерная война, погибнут все. И она, на самом деле, я не знаю, до какой степени это соотносится с наукой, так сказать, насколько это верно. Я хочу верить, что это верно, потому что это единственный предохранитель, механизм, который может самых безумных удержать, что никто не выживет. Вот. И вдруг начинается война, и ты понимаешь, что ты погружаешься в пучину большой истории. Вот мы жили вне большой истории, она закончилась Второй мировой войной. Дальше начались какие-то более-менее важные события, распад Советского Союза, там, противостояние двух систем. Неважно, какая-то жизнь, развитие. Последние 30 лет страны постсоветские интегрировались в новую жизнь, развивали международное сотрудничество, менялись. Сегодняшние молодые люди, мои дети, например, они не понимают, каковой была жизнь в советские времена. И вдруг я понимаю, что нас неожиданно отбрасывает на 50 лет назад, если не дальше. Помимо этой риторики безумной, которая вот все время напоминала 50-е годы, даже не 70-е, 50-е, какой-то такой сталинский режим, вся эта борьба за консервативные ценности, за этот какой-то такой домострой, все это безумие, были разные люди, выступали, говорили по-разному, мы готовы были дискутировать, и, честно говоря, это самое безобидное из всего, что может быть. А тут реальная война. И ты понимаешь, это же несложно понимать, что эта война резко меняет жизнь миллионов людей. Причем не только тех, кого начинают убивать там в Украине, ракеты, а их убивают, и никакими бессмысленными поводами, которые при этом меняются бесконечно, то мы денацифицируем, говорят наступающие, то мы боремся с НАТО, то мы мстим или защищаем неизвестной науке народ Донбасса. Вот. И все это, и ты понимаешь, что там люди погибают, и я уже знаю погибших, я уже понимаю, я знаю людей, у которых погибли близкие, и они не забудут. Помимо этого, ты понимаешь, что это еще и крах для страны, которая начала войну, что она неизбежно оказывается вот прямо сейчас, на наших глазах, что потом и последовало. Вот это я понимал. Оказывается мировым изгоем. И вот весь вопрос только в количестве ущерба, который страна понесет. И никто не ожидал, что он будет настолько колоссальным, что он отбросит Россию туда на 30 лет назад, до того момента, когда складывались первые там, кооперативы, какие-то совместные предприятия. Вот что-то такое. Что сейчас все заново. И новое поколение молодых россиян будет начинать заново жизнь, бороться за выживание, только в значительно худших условиях. Не в ощущении, это, кстати, очень важная штука. Мне кажется, что российское руководство навязало россиянам, намеренно навязало веймарский синдром. Они воспринимали конец Советского Союза как главную, цитируем, геополитическую катастрофу 20 века. Не как освобождение от 70-летнего режима, самого несправедливого, или одного из самых несправедливых в истории. Не как возможность построить современные, модернизационные цивилизации, страны, глубоко интегрированные в международный контекст. Не как возможность, использовав фантастические ресурсы, какими обладает, например, и Россия, и Украина, и какие-то другие страны, обрести свое место в мировом каком-то системе распределения труда, а как катастрофу. И все переживают. Какое-то НАТО, наступление, расширение, кому-то оно угрожает, что-то происходит. Нам все время ощущение этой осажденной крепости. И получается, что мы все время ждем беды. Что это какая-то такая бесконечная блокада Ленинграда, в которой вдруг все оказались. Не бурно развивающаяся страна, в которой появился невероятно продвинутый IT-сектор, новые молодые поколения хорошо образованных, блестящих людей, которых мы видим, всех этих хипстеров и не хипстеров, говорящих на разных языках, способных конкурировать в любых областях, не новые замечательные учебные заведения, которые выпускают этих людей, не
удивительная какая-то разнообразная современная культура, а вот какая-то совершенно дикая, мрачная будущее. Вот навязали образ поражения, за которого надо мстить. Не стратегию развития, не борьбу за будущее. Вот это разница, кстати, между украинцами и россиянами сегодня. Потому что украинцы сражаются за будущее. Вот это точно. Я хорошо знаю, я же украинец, и я знаю всех. У всех разные представления. Кто-то образованный, кто-то нет. Ну, как все, в любой стране мира. Но они знают, что они сражаются за лучшее будущее для страны. Вот они победят, и Украина будет частью Европейского Союза. И в Украину начнут инвестировать огромные деньги. И после этой чудовищной войны там будет свой план Маршалла, который позволит выстроить новую инфраструктуру вместо разрушенной. И они заживут. И это правда. Они фантастически заживут. Это будет один из самых главных прорывов в новой истории. Без сомнения. Я вот не боюсь даже ошибиться. А в России что? Вот так вот надо жить? После всего, что страна достигла, добилась. И вот эти мысли у меня сразу пришли в голову. Вот это провал, такое утекание в болото, во мрак, в агрессию, в это безумие, в котором все другие, это сам как бы... И причем самое страшное еще, извините, я вот все время говорю, самое страшное, оно, кстати сказать, распространяется на очень многих. Вот здесь заражены даже многие мои друзья. Есть ощущение, что все, знаете, вот над этим долго работала пропаганда и власть. Огромное количество людей не верит в идеалы, не верит в принципы, не верит в ценности. Им кажется, что всегда идет двойная игра. Какая-то вечно... Вот эта великая фраза, которую я ненавижу люто. Не все так однозначно. Выступает какой-то журналист и комментирует попадание бомбы условно в роддом. Не все так однозначно, говорит он. И начинаются конспирологические теории. Вот эта вот зараженность конспирологическими теориями, в которых вот начиная с вождя, который, так сказать, рассказывает, что Украину основал, оказывается, Владимир Ильич Ленин. И тем самым просто сразу как бы уходит вся история Украины, вся история Киевской Руси, к которой можно по-разному относиться. Я понимаю, что она присвоена и приватизирована в том числе и Россией. Но начнем даже с простого, что войска большевиков в 18 году разгромили войска Украинской республики. Она уже была. Ее не создавал Ленин. Он ее разрушил. Он ее уничтожил. На самом деле, как независимое государство. Как и многое другое. Но я не об истории. Самое ужасное – это погружаться вечно в переписывание истории. Мы же страна с непредсказуемым прошлым, как известно. И вечно переписывается по нуждам. Но самое главное, вот это ощущение, что не все так однозначно. Что неоднозначно? Есть простые и ясные ценности. Люди должны жить счастливыми, они рождаются для счастья. А у меня недавно один знакомый мне рассказывает, мой близкий друг, в разговоре сказал, что он сына первым отведет в военкомат, русский. А тот говорит: зачем? Ты для этого его рожал? Он говорит: а для чего? Он говорит: чтобы он был счастливым. Говорит: так а что за большее счастье, чем биться за родину? И я думаю, вот где мы все вот параллельно? Мы вроде бы в одном мире жили, вот в одном, а у нас такие разные пузыри. Я-то думал, мы детей рождаем для того, чтобы они были действительно счастливыми, чтобы они нашли себя, чтобы они строили какой-то по-своему свой мир, развивали его, улучшали его. Это же на самом деле такая вечная мечта человечества. И я не говорю какие-то наивные вещи, а мне многие мои друзья так это смешно улыбаются и подозревают в цинизме таком внутреннем, скрытом. Но ты не можешь в это верить. Ну как? Ну ты же понимаешь, что все... Там американцы такие же, как мы, только они лучше скрывают. Наверное, я не спорю. Американская политика цинична. Американцы наделали кучу дерьма. Но это что означает? У нас соревнования в количестве и в качестве дерьма? Мы должны от того, что там была левая война в Ираке, и погибли много иракцев. А до этого мы устроили в Афганистане Советский Союз, и погиб 1 000 000 афганцев. Мы должны дальше соревноваться, кто кого и больше в каких количествах пришибет же. Нет, мы говорим о другом, что каждое общество строится на идеалах, принципах. И гражданское общество их защищает, а государство, наоборот, пытается их ограничить везде, а общество защищает. А если общества нет, то, получается, побеждает государство. Вот это и получилось в России. И вот все это, я вам скажу честно, стало с самого начала очевидно. Вот начинаем, когда началась эта агрессивная захватническая война, которую в России на полном серьезе, и это проходит среди людей, называют специальной операцией.
до 24 февраля я снимал много роликов, и тоже меня спрашивали, как думаешь, будет там война или нет. И я всем говорю, ну, конечно, не будет. И у меня было такое ощущение, почему не будет. И главный аргумент, наверное, был, что ну, люди это не примут. То есть я не мог себе представить, что люди в России это примут. И сейчас даже в интернете есть такой мем, что если бы в 1939 году у людей там в Германии был интернет, у Гитлера бы ничего не получилось. Вот. И потом такой там, ага, там, привет вам из 2022 года. Казалось бы, да, у людей есть доступ там, к информации. Казалось бы, да, сегодня да, не советское время, там, и когда все это началось, еще даже не было военной цензуры, и можно было войну называть войной. Но, тем не менее, сегодня совершенно оголтелая поддержка того, что там происходит, на абсолютно разных уровнях. И становится даже немножко страшно от того, как люди все это поддерживают. Как вообще стало это возможным? Неужели за несколько недель от пропаганды можно убедить людей, что вот эта война – это правильно? Я думаю, что это не несколько недель пропаганды. Это на самом деле вообще больше, чем пропаганда определенной одной акции или события, или желания, там, неважно, проекта власти. Это интереснее и больше. Вот в советские времена ты прав. Многие полагали, что весь вопрос в доступе к информации. Вот у нас была в советские времена одна точка зрения официальная, и все те, кто были с ней не согласны или интуитивно не согласны, пытались найти альтернативные версии событий. Они слушали радио, там, свободную Европу, там, радио «Свобода», «Свободная Европа», немецкую волну, там, радио «Франция» или что-то еще. И оттуда, получая информацию, на кухнях, вот эта знаменитая технология, распространяли. И это работало, на самом деле. Плюс работала, конечно, привлекательность западного образа жизни, кинематографа, музыки, фотографии. Трудно себе представить, но в советские времена вот эти издававшиеся малыми тиражами по каким-то договоренностям между Советским Союзом и другими странами журналы, например, там был журнал «Америка» или был журнал «Англия». Америка был большой, красивый, с фантастически красивыми фотографиями. Англия, наоборот, небольшой, маленький такой. Они были дико популярны. Их там издавалось на весь Советский Союз, 250-миллионный, 50 тысяч экземпляров. Но я помню, как в детстве рассматривали журналы «Америка». И это был такой образ мечты. Не страны конкретно, мечты. И там были какие-то люди, какая-то одежда, какие-то спортивные. Я помню, например, номер о матче Формана и Фрейзера в боксерском матче. Подробное такое, в фотографиях. Первый нокдаун, второй нокдаун. И я, не увлекающийся боксом, подробнейшим образом это рассматривал. Это все было дико привлекательно, потому что это была альтернативой унылой, серой и, честно говоря, очень непростой советской жизни. Вот прошли годы, и любая информация доступна. До недавнего времени Facebook, Инстаграм, даже Инстаграм, территория счастья, казалось бы, YouTube, я уже не говорю про радио, все, что хотите. Смотрите, если говорите на языке, не говорите на языке. Google Translate у вас есть. То есть вопрос не в доступе к информации, совершенно в другом. А в чем? Я думаю, в картине мира. В том, что российская пропаганда, очень эффективная, надо сказать, она создала определенную картину мира, образ. И он такой целостный образ. И этот целостный образ исходит вот как раз из того, о чем я говорил чуть раньше. Из концепции осажденной крепости. Все против нас. Все нам завидуют. Почему завидуют? Непонятно. 1,5% или 1,7% глобального ВВП. Отстаем в технологиях. Не самое лучшее образование. Не самое продвинутое образование. Ну, наверное, мы богатая страна. И, наверное, нас боятся. У нас же мощная армия. Ну, вот что-то такое. Ну, нам завидуют. Это очень хорошо падает на аудиторию, потому что, а как объяснить множество неудовольствий внутренних? Такой как бы комплекс ужасного несогласия с миром. Все-таки люди многие не согласны с главным. После изменения, которое вот называлось самой большой геополитической катастрофой, падением Советского Союза, произошло дикое и страшное
для отечественных людей произошла дикая вещь. Они стали жить по-разному. В советские времена они жили примерно одинаково. Плюс-минус там 120 рублей, кто-то зарабатывал 160, кто-то 80. Двухкомнатные квартиры. У кого-то, наверное, была трехкомнатная, а у кого-то однокомнатная. Но в целом двухкомнатная 120, 130. Все понятно. Это и жизнь. И вот так они и жили. У академиков и профессоров, космонавтов, великих актеров четырехкомнатные квартиры. Достойно, заслужили. И государство им платит, они же нужны государству. То есть была некая, как им казалось, социальная справедливость. И новый мир не ответил им на вопрос, а почему вот эти вот люди рядом, непонятные люди, вдруг как превратились в миллионеров, даже миллиардеров. Почему вчерашний завод, на котором, так сказать, работали все по чесноку за 3 копейки и плохо жили, но все одинаково, вдруг оказался в руках кого-то другого, отдельного человека. Как это случилось? И в этих обстоятельствах никто не объяснил. Ни медиа, ни образование, ни свободная пресса в те времена, в 90-е годы была свободной. Толком не объяснила, не убедила, что мир меняется, что люди разнятся, что существуют разные способности, в том числе даже способности в бизнесе. Это действительно одаренные люди есть. И они в состоянии преуспевать больше и имеют шанс для этого. И вместо того, чтобы объяснить огромному количеству людей, что этот шанс есть и у них, они тоже могут измениться, переучиться, или вложиться в образование своих детей, или найти какой-то для себя вариант и зажить совершенно иначе, вдруг заразили их ощущением несправедливости жизни. Вот эта картина мира, построенная на несправедливости жизни. И несправедливость жизни не в том, что там коррупционная власть. Да, она коррупционная, но она почему-то не распространяется на самый верх. Какой-нибудь губернатор, мэр, да, вот негодяи, они воруют, потому что их видят. А там-то, конечно, царь добрый, бояре. Все сделали бояре. И вот эта картина мира. И мы богатая страна, мы с невероятной историей. Мы всегда побеждали в войнах. Хотя далеко не всегда, и мы проигрывали в 20 веке. Сколько войн проиграли. И афганскую, потому что ушли, и японскую с этого начался. Да и Первая мировая закончилась, в общем, распадом империи. Тоже, на самом деле, проигрыш. Да и финская не дикая победа. Да, Вторая мировая, Великая Отечественная, великая и абсолютная победа. На самом деле, не всегда, короче. А уж про Крымскую войну, которую сегодня часто сравнивают с происходящим, я вообще не говорю. Мы побеждали. Мы добрые. Мы добрые. Мы ко всем с добрым сердцем. И когда какие-то там нехорошие люди в других республиках почему-то нас, бывших республиках, почему-то нас не любят, и говорят, незаслуженно, они же подлые. Это их националистические элиты, все, захватив власть, их научили. А мы же не жили лучше их. Мы же жили так же плохо, как они. Что правда. В отличие от Британской империи, Советская или Российская империя не давала особых предпочтений и возможностей жизни для россиян, для коренного народа. Но при этом другие народы хотят жить своей жизнью. Это непонятно. Почему они говорят на другом языке? Непонятно. Почему они считают, что у них другая история, другой пантеон героев, другая мифология? Тоже непонятно. И вот эта вот картина мира, она складывается. А западники поддерживают. Они не хотят. Почему они поддерживают? Завидуют. Наверное, хотят у нас украсть Сибирь. И вот люди пишут на полном серьезе, ссылаются на мифические, многократно опровергнутые в прессе, многократно доказанные, что это фейк. Какие-то фразы, то Кондолиза Райс, они думают, это ссылаются. Хотя приписывалось это когда-то Мадлен Олбрайт, госсекретарям. А потом уже механически, поскольку Мадлен Олбрайт была слишком давно, в 90-х, то перенесли на Кондолизу Райс, которая приняла решение забрать Сибирь. Зачем? Никто не понимает. И, короче, вот этот мир, в котором нет ощущения современной жизни, пульса современной жизни, в котором маленькие страны, территориально небольшие, намного занимают более значимое место, чем Россия в различных отраслях индустрии, технологий, науки. Больше того, даже превышают по уровню ВВП, я уже не говорю по уровню жизни, лучше живут люди. Вот эта вот картина мира, она ежедневно описывается и доказывается пропагандой. И в этой картине мира очень легко сказать, что в Украине живут хорошие люди, которых обманули,
Обманул кто? Националисты. Националисты – это такие зверушки, которые просто ненавидят русских. Почему они ненавидят русских? Ну вот они всегда их ненавидели, а их предшественники идеологические, всякие Бандеры и Шухевичи, про которых они тоже ничего не знают, кто они, что за люди, они даже воевали и помогали немцам. И вот эти, кто сегодня, они прямые духовные наследники нацистов. И что? И они обижают ветеранов. И даже показывают какие-то кадры. Кто-то срывает медали, а кто-то отпевает этих какой-то церкви. И уже все остальное – это мелочи, которые просто вкладываются в этот пазл картины мира. Один из таких лиц пропаганды внезапно стал Сергей Бодров. Ну, не он, пропаганда. В смысле, его используют. Его используют, конечно. Я говорю, он реально один из лиц. Его цитаты да. «И сила в правде», цитаты его героя, они на военной технике, которая находится в Украине, прямо рядом с буквой Z. Ну, понятно. Его вырезки там из его интервью, уже Бодрова, не героя, да, их в каком-то урезанном, в чисто вырванном из контекста виде транслируют и показывают, да, например, про отношение там к российской армии, какое должно быть, что это моя страна, и я там... Не, ну вот эта фраза, что моя страна не права, но я с ней, а потом разберемся. Вот эта фраза транслирует. Да. Ну, я считаю, я в отличие от всех этих трансляторов хорошо знал Сергея Бодрова и очень близко дружен с его папой. Собственно, я хотел спросить, да, как бы... Ну, это настолько такая подлая манипуляция. Во-первых, он говорил про Чеченскую войну. Про Чеченскую войну. Он это говорил в контексте. Это нельзя выдирать из контекста. Это первое. Второе. Ну, как вообще можно ссылаться на фразы ушедшего, трагически ушедшего молодого актера, режиссера, интеллигента, умницу, прекрасного человека, который вообще просто категорически не соответствует его пониманию. Вот вообще же, ну, представить себе, что Сергей Бодров бы сегодня сказал нечто подобное на эту историю, невозможно. Но можно спросить его папу, с которым я дружу и достаточно часто разговариваю. Мы делаем вместе сериал. Он живет в Америке. Сергей Бодров-старший. Мне кажется, это ужасно. Фраза выдрана из контекста. Она говорит про Чеченскую войну. Позиция интеллигента состоит всегда в другом. Она состоит не в слепой поддержке своей власти, а, строго говоря, совершенно в другом. Она в поддержке собственной совести. А совесть отвечает за состояние страны и общества так, как чувствует конкретный интеллигент. Это не просто пропаганда, это больше. Это намного более совершенное и качественно отстроенное оружие. Над этим работали и работают одаренные люди, образованные люди, читавшие много. И для себя, видно, решившие, согласившиеся, что вот лучше быть на этой вот стороне. Сейчас кажется стороне зла. А ну тогда казалось, наверное, когда они подписывали договор наоборот, стороне добра, на стороне своей страны, хотят ее улучшить, укрепить, сделать мощнее, сильнее. Она же своя. Почему мы должны сливаться каким-то там, условно говоря, пиндосом? Вы продюсировали и участвовали в создании множества фильмов, сериалов. Если среди того, что вы делали, что вы сейчас смотрите назад, и вам, ну, я не люблю слово там стыдно, не стыдно, да, но вы понимаете, что вы тоже кирпичик вот в эту пропаганду тоже свой заложили? Ну, такого пропагандистского совсем, наверное, не было. Больше того, были, мягко говоря, очень нонконформистские фильмы. Причем не только известные, там, «Левиафан», «Нелюбовь» Елены Звягинцева, или молодые режиссеры, вот «Мама, я дома» Битокова, или «Кантемира» с Кирой, Кантемира Балагова с Кирой Коваленко фильмы. Нет. Но даже вот многими обруганный, обсмеянный и плохо поминаемый «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Но он же про сегодня. Ну, посмотрите его сегодня. Может быть, он не так здорово сделан, как бы вам хотелось, но это же история про сегодня, про развалившуюся империю, которой управляет хунта, называемая независимыми отцами. Независимые отцы держат в подчинении всю страну через специальные башни-излучатели, которые зомбируют все население. Некоторые люди не воспринимают это излучение. Они называются выродки, потому что они болезненно воспринимают
это излучение, они начинают биться в конвульсиях, и их вылавливает спецполиция. Но выродками, то есть людьми, которые не переносят излучение, являются и все самые неизвестные отцы, люди, рулящие этим государством. И для того, чтобы как-то успокоить падающую экономику и недовольство, они начинают войну с соседним государством, с тем, с которое являлось частью общей империи. Чем это не похоже на сегодняшнюю ситуацию? Это же об этом фильм. То есть вот такое мы делали. Ну да, но можно формально сказать, что фильмы, которые закладывали кирпичики в режим, это вот так называемые патриотические фильмы. Хотя, ну, условно говоря, «Девятая рота» – это картина о поражении, это картина о предательстве власти, о том, как забыли на высоте мальчишек, которые остались сражаться друг за друга. Она не такая, это не Т-34 ни в коем случае. И это не против правды. Хотя, ну, там кто-то мне все время рассказывает, что на самом деле все было не так. Но, слушайте, в любом случае, это не то, о чем мы говорим. Это история, которая помогла многим справиться с комплексом поражения и преодолеть его в себе. Мне казалось, что она полезная в этом смысле. По-настоящему аудитория же точно чувствует фильмы. Она не любила вот эту чистую пропаганду. И вот то, что выходило, оно все проваливалось. Там «Зоя» или «28 панфиловцев». Это же не было чемпионскими картинами. И я вообще думаю, что эта лютая пропаганда, она не пользовалась такой серьезной востребованностью. Не знаю, и мне, если честно, мне по большому счету почти, ну, стыдно, точно не стыдно. Но я рефлексирующий человек, я могу к чему-то привязаться и думать, что я что-то неправ. Но я всю жизнь, вот начиная там сериалы, мы делали истории про средний класс. Вот мне очень казалось важным, когда я возглавлял СТС, чтобы мы продвигали какую-то новую жизнь, заразили этой новой жизнью, новыми возможностями. Поэтому появилась «Моя прекрасная няня» или «Не родись красивой». Очень хотелось какие-то сказки там делать, такую как бы совершенно другую жизнь. Потом, ну, делали, ну, я намного меньше делал сериалов. А кино все, в основном у нас были фильмы, которые поляризовали аудиторию, все время ругали, вызывали какие-то скандалы. Хотя, если посмотришь сегодня «Левиафан», ну, что там неправда? В чистом виде все, да, правда. Все правда. Настоящая правда. Большой русский художник Андрей Петрович Звягинцев. Он по-честному, он знал, он чувствовал, он сделал, он этих людей нашел. И он же делал кино. Почему его не любили какие-то люди и какие-то блогеры? Потому что не герои. Потому что герои, они привыкли в американском кино, что он поднимается и мстит. Несправедливость может быть, но он мстит. Он начинает бороться. А тут этот сдается. А потому что это Россия. А что вот сейчас кто-то мстит, а кто-то выходит на улицы? Да, в первый день вышли, там заломили, там несколько тысяч человек. Но по сравнению с тем, что могло бы быть в момент начала войны, это очень мало людей. А почему считаете, что люди массово не выходят? Я думаю, боятся очень многие. Конечно, боятся. Но потом оппозиция закатана в асфальт. Самый известный оппозиционер, как к нему кто не относится, Алексей Навальный, сидит. Сидит, опять же, такие под какими-то абсолютно левыми предлогами. Вот сейчас там вообще дело ему делают. Оно ушло на четвертый план в медийном этом списке. Ну, вообще непонятно, за что ему там 13 лет просят. Ну, просто на голову не оденешь. А вот этих людей нет, не собирают. Разогнаны все его сторонники. Кто-то куплен, не знаю. Мне кажется, что много лет с этим серьезно работали. Угу. Вот. И я, честно говоря, следил за этим процессом с интересом. И мне всегда казалось, что лучше, ну, как бы иметь пространство жизни свободное такое, ну, чтобы высказывали, чтобы выпускать пар. Но все равно же вы контролируете, вы же сумели навязать свою повестку. Зачем же так вот? Нет. Решили заточить. Угу. Вопрос, который начали задавать пропагандисты тем, кто против, наверное, вам тоже задавали про 8 лет, да? Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс? А они где были? Вот те, кто задает эти вопросы, они кому-то помогали, приезжали в Донбасс, знали, что там происходит?
Ну, они, Что? ну я могу, я понимаю, кто этот вопрос задает и почему Ну да, он задает. я потому понимаю. что 8 лет, например, на Rush Today, если мы зайдем на Да. rt.com, там прям будет война в Украине. И то, что у нас сейчас войну нельзя называть, я так сначала подумал, вау, как они смело, rt.com прям пишет «война в Украине». И оказывается, это Донбасс, да? А оказывается, это 8-летний архив, они с 2014 года войну в Украине называют война, которая идет в Донбассе. Естественно, они там все это дело освещали, и, ну, что они скажут, мы туда и конвой, и Газманов туда с Кобзоном ездил, и вообще, и все очень было замечательно. Вот мы были там, мы страдали за нас, пока вы... Вот вся эта интеллигенция, которая сейчас начала здесь возмущаться и рассказывать, как это так бомбят Харьков и Киев. А когда Донецк, вот Луганск бомбили? А кто бомбил, не говорят? Кто бомбил Донецк, Луганск? Ну, их называют по-разному, да. Мы будем говорить там мягко, да, что вооруженные силы Украины. Хотя там... Ну, а кого бомбили они? Они бомбили Донецк и Луганск. А в Донецке и Луганске кто был? В чьих руках находился город Донецк и город Луганск? Нет, это я понимаю. Я понимаю, нет, я задаю вопросы. Говорят ли они о том, что в 2014 году были захвачены российской армией или посланными специально и переодетыми людьми в отпуск, якобы собравшимися военнослужащими, которых назвали шахтерами и трактористами, несколько районов Донбасса? Было, что они захвачены, что до этого были организованы людьми с русскими паспортами митинги, причем людьми, даже не знавшими о том, где что там. Один забавный случай был, когда один из русских, такой радикал, повесил русский флаг, перепутав не облсовет с театром. Он над театром, потому что никакого отношения к Харькову не имел, где это все происходило. И он повесил над театром, и они этим прекрасно занимались. Они пытались провоцировать аналогичные действия и в Запорожье, и в Днепропетровске, тогда он назывался Днепропетровском, и в Харькове. И даже в Одессе это закончилось. Слушай, ну как бы естественно, это была агрессия. Агрессия, которая на фоне легко прошедшей аннексии Крыма, естественно, не вызвала вопросов особых. Ну как бы они попытались повторить захваты в западных областях здания облсоветов, в которых, кстати, в западных областях никто не пострадал. Там не было ничего. Ну, а дальше, когда пришла все эти подразделения, все эти так называемые, как по-английски говорят, прокси, да, то есть как бы выдаваемые за независимых сепаратисты, которых придумали же слово, восстановили из времен войны 1812 года, ополченцы. Какие ополченцы? Какой народ Донбасса? Что там? И началось, вот как бы там случилось это, естественно, столкновение, была объявлена антитеррористическая операция, были посланы слабые, так сказать, практически в тот момент не существовавшие украинские войска. Там мальчики в трениках зимой были бы отправлены туда, просто в трениках. У меня когда-то на моем телеканале в Киеве работали ребята в охране, вот они их туда отправили, и там кто-то вернулся без ног, без рук, там, с обморожениями, потому что не было ничего подготовлено. Их начали стрелять. Начала разыгрываться эта история якобы про подлых националистов, которые кого-то убивают. Хотя никаких убийств не было. Но, секундочку, я хочу сказать самое главное. Наверняка, если мы всерьез можем говорить про Украину, в Украине есть о чем говорить. Но это дело Украины. В Украине есть радикальные партии, есть националисты, но они есть и в России. Кто-то же ходил на радикальные русские марши. Кто-то же выхаживал. И никто из соседних стран не начинал военную операцию, не наносил ракетно-бомбовые удары по России за российские, за русские марши. В них же ходили. В участии в них в свое время даже обвиняли того же Навального. И, наверное, если он там участвовал, ничего хорошего в этом нет. Но они же есть. В России есть радикальные группы. Больше того, были проблемы с футбольными болельщиками, которые не случайно, не особо сегодня, так сказать, показывают, любят, холят, нежат и лелеют, и очень за ними следят. Но я говорю о другом. О том, что, естественно, есть проблемы в каждой стране. И перестрелки с двух сторон, которые происходили потом на Донбассе, с двух сторон, это не было здорово. И мне не нравится то, что происходило на Донбассе. Но я не считаю это возможностью обсуждать как повод для войны. Вот что самое главное. Я готов обсуждать наказание виновных, устраивать суды, присутствовать на них, снимать. Я не человек, который может это делать, но я готов требовать это.
Но больше того, с двух сторон. Тут важно говорить не о том, что это случилось только по отношению к мирным людям Донбасса, у которых разные точки зрения по этому поводу, а уж все известные люди Донбасса просто приняли украинскую сторону, включая тех, кого считали заведомо пророссийскими бизнесменами, начиная от самого богатого человека Украины Рената Леонидовича Ахметова, который тут же, как только началась эта так называемая русская весна, оттуда сбежал. Ну окей, повторюсь, я готов всерьез и по-настоящему исследовать вопрос, так сказать, искать доказательства, что кто-то виновен, и требовать их наказания. Но, повторюсь, это внутриукраинское дело. Это должна наказывать и требовать от страны, это необходимо. Можно на уровне международных организаций. У нас же в конечном счете в мире есть одна площадка, где все происходит. Это ООН. Если мы не доверяем ООН, значит, мы не доверяем никому. Значит, мир снова летит в пучину неразрешенных конфликтов. ООН пока функционирует, и функционирует всерьез. Почему не обсуждали там? Потому что не хотели говорить, что дебальцевские и иловайские эти котлы были организованы регулярными войсками. А когда вы уехали из России? 1 марта. Это как-то решение принималось? Не, ну я поехал вначале по делам, если честно. То есть это было запланировано? Я просто по делам поехал. Сейчас вы в Россию можете вернуться? Не думаю. Мне кажется, что вряд ли. Меня же из культурной повестки министр обороны попросил изъять. В России вы на одном из сайтов висите в разделе «Враги». Я видел. Там, где я предатель. Там, да. Ну, по понятной причине. Потому что люди с российскими паспортами, они предатели. А без российских паспортов, как я, они враги. Ну, мне кажется, враг. Вы считаете себя врагом России? Да нет, конечно. Я больше того, я люблю Россию. Как и многие. А вы-то, я думаю, и подавно все. Мне всегда казалось, что Россия может быть частью совершенно уникальной, выдающейся частью мировой цивилизации. Я очень разочарован. Я глубоко внутренне оскорблен, разочарован. Мне больно за моих друзей. Я боюсь за тех, кто там остался. Я абсолютно убежден, что это не те времена, когда можно жить во внутренней эмиграции. Ну, то есть, как бы жить своей жизнью, и будь что будет. Нет, мне кажется, что, к сожалению, это те времена, когда ситуация поставит вас перед выбором. И вы окажетесь либо негодяем, подлецом, либо жертвой. И вот я за это переживаю. Мне очень больно, что страна, добившаяся так многого в 30 лет, и так многого еще способна добиться, вдруг оказалась в том положении, в котором она оказалась. Конечно, я не враг. Мягко говоря, не враг. Я делал русское кино искренне, борясь за то, чтобы оно было важным и для России, и для мира. И очень хотел, чтобы оно побеждало во всех своих сегментах и оказывалось таким поводом для гордости. Мне очень хотелось верить в то, что я человек русской культуры, но я родился в русскоязычной семье, да, я говорю по-украински, конечно, ну, как и все, кто в Киеве учился в школах, мы говорили на 2 языках, и это никогда не было проблемой. На ком-то лучше, на ком-то хуже, но я со временем стал на украинском говорить, ну, почти так же, как по-русски. И я родился в русскоязычной семье в Киеве, в котором молились на Булгакова, моя семья дружила с выдающимся писателем Виктором Платоновичем Некрасовым, автором «В окопах Сталинграда», ну, таким выдающимся человеком, которого заставили эмигрировать в советские времена, в 70-е годы, и чей голос мы слушали по радио «Свобода» из Парижа. Он жил в Париже. А Булгаков мы бегали, ходили по маршрутам булгаковских героев, «Белая гвардия». Это же вообще киевский роман. Важнейший. Ну, то есть, я человек русской культуры, для меня это было важно. Но русская культура для меня это культура ответственности и совести. Я к этому привык. Что русский интеллигент – это человек, для которого не власть, а совесть – закон. И я никогда не считал себя достойным того, чтобы подобным человеком называться. Но я знал таких. Я знал великих русских интеллигентов, ушедших уже или ныне живущих. Вот. Но как же я могу быть врагом России? Я-то считаю, что Россия известна, знаменита и важна для мировой цивилизации благодаря русской культуре, на которой я вырос, частью которой я всегда мечтал быть и старался.
Конечно. Что значит враг? И какой-то гопник взял и составил список. Ну, такая гопота. Взяла и произвольно там кто-то. А какой-то другой гопник над ним взял и посмотрел, ну, этого убери, а этого доставь. Вот так это делается. На каком основании? Почему? Что это такое? Гопота. Хорошо, а речь Путина, который он довольно четко обозначил тренд, да, про опять мы слышим нас предатели. Ну, ужасно. Ну, что? Опять, она же многим будет воспринята буквально. Как фас. То есть поиск внутренних врагов. Конечно. 5-я колонна обозначена. Ну, ужасно, что я могу сказать. Это нравится? Я думаю, кстати сказать, это должно не нравиться элитам, бюрократам, чиновникам. Им деваться некуда. Ну, им деваться некуда, но всегда был какой-то такой внутренний баланс между силовой элитой и гражданской. И гражданская всегда была склонна к свободе, на самом деле, ну, по понятным причинам. Я уже не говорю о том, что с точки зрения образа жизни они много зарабатывали, кто-то много воровал. Это было позволено, и они жили. Родители жили хорошо и широко в Москве или где там. Родители ездили за границу, лечились, дети там учились. Они все вместе отдыхали. Русская элита за рубежом, ну, просто такая русская аристократия дореволюционная. И что они сейчас? Сейчас всем чиновникам закон же подписал президент о том, что у кого на счетах больше в 3 раза, чем заработок за 3 года, значит, соответственно, прокуратура, и что, и как они будут. Ну, понятно, я думаю, что у них не на своих счетах эти деньги, но поскольку прокуратура, сопровождать будут другие какие-нибудь силовики, то ли ФСБ, то ли еще кто, то они найдут что-то, найдут, и будут, значит, и они будут изгаляться над этими чиновниками, над гражданскими. А самое главное для чиновников – нынешняя жизнь, которая, руководитель, который был фактором стабильности и гарантом их социального статуса, и прекрасной жизни, и старости в особняках на Кот-д'Азур, вдруг превратился в тяжелое бремя на ногах. А старость засветила уже как бы проблемной. В лучшем случае какие-нибудь там 6 соток под Москвой. Или, извините, Международный суд в Гааге тоже стал вдруг реальностью. Вполне реалистично. Почему же нет? Все возможно, не знаю. Во всяком случае, не все так сладко. И вот это все закрутилось. А армия, она как? Ей легко, вот мне кажется, я знаю много достойных каких-то офицеров. Вот их бросили воевать с Украиной. Им это нравится? Я, честно, не уверен. И не чувствуется, что там вот порыва большого. Там уровень, как все утверждают, кто пишет, что уровень энтузиазма на нуле. Я не говорю про этих мальчишек, которых там взяли с контрактников. Не контрактников, срочников. Долго причем врали, что нету срочников. Потом признали, что есть. А срочников заставляли подписывать контракты и отправляли туда на фронт. А их там убивали, они же ничего не умеют. А с той стороны это борются мужики, которые, с одной стороны, армия 8 лет готовилась. Они же были уверены, что наступит война. А я со многими спорил. Я говорил, не будет никакой войны. Вы что? Какая война? Чего? И мне казалось, что они радикалы. Зачем провоцировать? Мне казалось, идиот. Ошибся. Признаю. Вот, и все. А борются еще и обычные мужики, чуть ли не моего возраста, которые там просто идут в тероборону и стреляют. Они же за дом, за близких, за семьи сражаются. Это же для них Великая Отечественная война. В прямом смысле слова. Страна рождается. Что было общего между Львовом и Харьковом, людьми, живущими там? Ну, типа там они назывались украинцами, но ментально там немного объединяло. А сейчас все. Сейчас война с Россией объединяет. Все, родилась страна. Сковался народ, который борется. 95% поддерживают президента, который не испугался, не бледанул, не сбежал, не это самое. Его как пытались компрометировать? Он уже в Польше, он уже в Англии, а он в Киеве. И каждый день снимается на фоне то Банковой офиса, то еще где-то, то заходит в больницу, выступает 2-3 раза в день, воодушевляющий, выглядит сильно, усталый. Они ему привязывали какое-то откуда-то взявшееся это безумие про наркотики. Так вы про себя публикуете свои диагнозы, в отличие от международных лидеров. Вы же не публикуете свои диагнозы. Кто вы, чем вы болеете, а вдруг у вас простата,
онкология, я не знаю. А вдруг что-то с мозгом? Ну, похоже. Почему же нет? Какие наркотики? Человек не спит там 10 суток, и это видно по нему. Ну, короче, добились всего того, чего боялись. Создано государство Украина, скомпрометирован русский язык, скомпрометирована и дискредитирована любая идея сотрудничества с Россией. Понадобится десятки лет для того, чтобы как-то научиться сосуществовать по завершению войны. Я, признаюсь, не знаю ни одного человека из моего какого-то вот ближнего круга, достаточно широкого, которые бы разделяли эти цели и были бы согласны с войной. Все считают это трагической ошибкой. Есть те люди, кто считает, что конфликт с Украиной назрел. Есть те люди, которые считают, что 8 лет на Донбассе Украина вела себя не так, как соответствует конвенциям международного права. Есть люди, которые считают, что украинская элита безответственна. Много таких. Есть те, кто считает, что с Украиной очень трудно иметь дело. Тоже много. Но тех, кто считал бы, что нужно воевать, я не знаю. Я не знаю. То есть вот даже у меня даже родственники есть, близкие мои, живущие на Западе. Они точно так же думают, что типа как бы их симпатии были на стороне России до войны. А с момента начала войны все. Это база поддержки, кстати, была России. Они, безусловно, разделяли какие-то ценности. Я не согласен был с этим. Но я видел какие-то аргументы, мы могли дискутировать, мы спорили. Да, но война. Как она может закончиться? Вы видите какие-то пути выхода вот на сегодняшний момент? Ну, оптимистически это мирные переговоры завершатся подписанием некого договора, упомянутые газетами 15 пунктов, которые, наверное, мне кажется, что даже не важно, какие пункты, я убежден, что Украина уже победила. Украина победила. Если это мир с Россией, то Украина даже без ЛНР, ДНР, в любых границах, без Крыма, страна Евросоюза, с планом Маршалла, огромным количеством денег, объединенным народом, сильным президентом, очень мощным переживанием, каковым является война, быстро развивается и превращается в цветущую, развитую демократию, каковой она и должна быть. Вот точно. Она победила. Вы знаете лично господина Мединского? Да, конечно. Он же был министром культуры, частью повестки которой я являлся, Да. судя по письму министра обороны. Как так получилось, что Мединский, который, по крайней мере, может, в профессиональной среде там про него думают иначе, но в целом он персонаж такой, некорректно говорить карикатурный, но персонаж себя дискредитировавший с вопросами там и к научной степени, и к тому, что он там финансировал, вообще, что происходило с культурой при нем. И когда он ушел в отставку, даже вот считалось, что это как наказание, потому что не может быть такой министр культуры. И тут он становится главным переговорщиком в таком просто критический момент. Почему Путин выбрал Мединского переговорщика? Я сначала уточню вопрос. А почему вы считаете, что он себя дискредитировал? В чьих глазах? В моих. Хорошо. Мне казалось, когда к министру культуры возникает вопрос относительно его научной степени, относительно его там работы, относительно его высказываний. Не ты же назначаешь переговорщиков. Президента он не разочаровал, не вызвал вопросов. Я не могу комментировать назначение президента. Но он нашел. Мне кажется, его роль велика. Ее многие недооценивают. Вот последнее время, из того, что я вижу, президент все время ссылается на исторические детали и подробности. Мне кажется, что заинтересовал их ими, или как минимум оказался какой-то частью обсуждения именно Мединский. Он же у нас историк, он писал книги, он высказывался. У него есть, можно сколько угодно критиковать, но ясная концепция истории. Он считает Россию во многом демонизированной. Он считает, что существует негативная, такая русофобская, как они говорят, мифология. И он поставил во многом свою жизнь на службу благородной, как ему кажется, идеи демифологизации, негативной мифологизации России. Вот, собственно, его задача. Плюс он такой спокойный человек,
логично размышляющий, современный. Ну, примерно так, я думаю. И плюс помощник президента. Статус высокий. Вот эта вот историческая лекция, под которую вы начали свое утро 24 февраля, это, вы думаете, это Мединский? Не, ну я думаю, какой-то Концепцию частью, ленинского да, Украины. какой-то частью, конечно. Я думаю, что это полностью соответствует его представлениям о прекрасном. Конечно. Хотя он родом-то из Украины, что еще тоже, наверное, имеет значение. Он же родом из Украины. Он родился там, вырос. Украина готова, например, пойти на признание Крыма и ДНР? Я не думаю, что кто-то из политиков может позволить себе подвергать сомнению территориальную целостность страны. Но Украина может найти способ для разговора, который отнесет решение этой проблемы на некий срок. Вот сегодня она горяча. А скажем, там, через 20, 30, 40, 50 и далее лет она не будет так горяча. И можно будет довериться, например, народу, людям, живущим в том же Крыму, и дать возможность им проголосовать. Например, хотят ли они в преуспевающую Украину присоединиться, вернуться обратно, как это было признано по распаду Советских Союзов международно, границы стран. Либо они останутся в составе Российской Федерации. Вот такое. Может быть, почему нет? Нет, ну это один из важных пунктов на сегодня на переговорах, насколько я понимаю. Я вам говорю, И один то, из принципиальных пунктов. я не собираюсь обсуждать, как бы мы не знаем, что там обсуждают наши, уважаемые представители всех сторон. Но я вам говорю, как наверняка можно решать эту проблему. Это не надо сегодня в острой фазе обсуждать, верните сюда или признайте. Никто не признает и никто не вернет. Это же понятно. Соответственно, если все хотят остановить войну, а мне кажется, что войну хотят остановить обе стороны. Украинскую логику я сказал. Украина уже выиграла, ей нужно просто остановить жертвы. А у России нужны условия, которые можно дома выдать за победу. Ну, нейтральный статус Украины. Почему нет? Украина, я тоже всегда считал, что должна быть нейтральной. Мне как раз казалось, что это надо было обсуждать и добиваться больших возможностей. Хотя есть аргументы моих нескольких друзей, которые говорят, что вот если бы сейчас Украина была бы членом НАТО, не было бы войны. И они правы. Ну, допустим, нейтральный статус, денацификация. Что это? Это же не материальная история. Ну, наверное, это улицы в городах имени Бандеры и Шухевича. Ну, наверное. Ну, наверное, батальоны Азов и Айдар, там вот эти вот. Ну, наверное, это что-то можно обсуждать. Ну и так далее. Демилитаризация. Ну, наверное, какое-то там тяжелое вооружение, ракеты средней дальности и так далее. Ну, все возможно. Ну, короче, России нужны условия, которые дома можно выдать за победу и прекратить войну, которая уже точно не может завершиться созданием марионеточного правительства, которое захватит власть в стране, ну, как это было в масштабе ДНР и ЛНР, и подпишет по итогу какой-то нужный России договор от лица Украины. Никто не будет, ни одной политической силы из тех, на которые рассчитывали, в результате не оказалось в наличии. Все они воюют, извините меня, вокруг президента Зеленского против российской оккупации. Точка. Минобороны и представители Кремля, они часто повторяют, что все идет по плану. Вот мы именно все так и задумали. Как вы видите эту ситуацию? На что рассчитывал Путин 24 февраля? Слушайте, ну мы не знаем. Естественно, все, безусловно, обе стороны, кстати сказать, говорят о достижениях и о том, что выполняются планы, цели и задачи. Это естественно. Любая страна это всегда сообщает. А что они должны говорить? Дело пошло не так. Мы бы этого вряд ли услышали. Нет, я думаю, что мы исходим из того, что нам подсказывает логика, пресса. Пресса вся говорила, даже западная, что больше 96 часов украинская армия не продержится. Это было мнение американцев. Они продержались на данную секунду 26 дней. И, судя по всему, будут держаться долго. Больше того, они не захватили ни одного большого города. А тот единственный относительно большой, который они захватили под названием Херсон, они не сумели с ним ничего сделать. Областной совет проголосовал за Украину. Вот они собрались под автоматами, их собрали там, и они проголосовали за Украину. Что с ними сделать? Снова расстрелять? Вот. Ничего не захвачено. На самом деле цели явно какие-то не те. Ресурсы колоссальные. Люди гибнут, потери высокие, о них не сообщают.
Ну, наверное, они сообщили один раз там на какой-то там 4-й или 5-й день, я не помню, когда 500 человек они сказали. А вот, ну, явно, что больше украинцы сообщают большие. Поскольку все эти цифры непроверяемые, я их не называю, но ясно, что речь идет о тысячах человек. А вот, кроме того, это затяжная, ужасная война, которая, очевидно, продемонстрировала несколько ошибок с российской стороны. Первое – недооценку единства украинцев. Это единый народ. Там не удалось расколоть. Там не нашлось коллаборационистской части, которая бы, отколовшись, проголосовала, ну, как это было, например, в ДНР и ЛНР. Или, тем более, в большинстве в Крыму. Нету. Никто. Нету лидеров. Нету квислинга, условно говоря, ну, коллаборационистов. Вот, первое. Второе. Недооценили украинского президента. Думали, комик, актер, сбежит, провалится. Нет. Серьезный лидер. Больше того, стал самым популярным лидером мира. Получит в этом году все награды, которые возможны. Ну, например, Человека года по версиям всех главных изданий. Возможно, если подпишет мирный договор, то и Нобелевскую премию. Не знаю. Ну, понятно, что на сегодняшний день его популярность в мире сравнима с популярностью главных рок-звезд. Ошиблись в чем? Ошиблись в солидарности Запада. Думали, Запад слабаки, явно после Афганистана. Как они сбежали, эти кадры, как там цепляющиеся за шасси слетающих самолетов. Ну, ты там был, снимал? Да. Знаешь. А вот, что все это демонстрирует их слабость. Но ужас. Солидарность колоссальная. А санкции беспрецедентные. Россия отброшена экономически, дипломатически, политически в далекое прошлое. Это отвратительно. Я, кстати сказать, без особого удовольствия об этом говорю. Вообще без удовольствия. Ну, а как иначе? Как остановить военную машину? Как остановить войну? Больше того, эти санкции демонстрируют еще, ко всему прочему, усталость от России. Если раньше они были какие-то точечные, направленные, предполагающие, что кто-то за, кто-то против, кто-то там, так сказать, оппозиция, а кто-то большинство, находящееся в эйфории от власти, то сейчас нет. Все, конец. Вы просто, нас волнует только, чтобы не было угрозы войны, чтобы не было денег для финансирования военной машины. Вот такие санкции. А то, что там параллельно сбежавшие из России оппозиционные журналисты не могут воспользоваться своими скромными накоплениями, потому что отключены карточки Visa и MasterCard, так и что? Надо было раньше писать, бороться, сражаться. А то, что YouTube-платформа всей оппозиционной журналистики, и тут запрещена ее монетизация, а, соответственно, и поставлено под сомнение существование этой оппозиционной журналистики, тоже уже никого не волнует. Перестали. Вот заградили забором, ограничить санкциями, сделать жизнь невозможной, и живите, сами решаете. В какой-то момент появитесь из-за забора и расскажете, чего хотите. Важно, чтобы без ракеты, без войны. Примерно, вот я себе понимаю, так эти санкции. Ужасно. Ужасно. Но что делать? Это примерно так. Недооценили. И в результате, надо заканчивать войну, надо, конечно, снимать какие-то санкции, надо как-то, так сказать, пытаться восстановить экономику и, безусловно, заявить о победе. Вот примерно так я себе представляю. Конечно, надо договариваться. Это вот один вариант. Остановили войну, осядет пыль, будет легче. Люди разберутся, начнут выживать, искать пути для того, чтобы как-то состояться, прожить. Хотя, мне кажется, в этот раз будет непросто. У России было много испытаний в истории. Это одно из самых брутальных, если честно, на мой взгляд. Дай бы Бог, чтобы я оказался неправ. Второй вариант очень плохой. Война продолжается. И она будет идти жестоко, кроваво и долго. И вот дело в том, что война по мере своей длительности, она, естественно, увлекает своей жестокостью, своей естественной жестокостью людей, которые принимают участие в войне. Идет война, погибают люди, бегут, беженцы, разбиваются мечты жизни, жизненные траектории, стратегии. Дома взрываются. В общем, все. Сопротивляться будет жестоко. И нападать будет жестоко. Война будет жестокой и кровавой. Этого нельзя допустить. Надо, безусловно, договариваться. А вот, если удастся захватить большие города, выжить осадами и так далее, будет партизанская война. Это же Украина. Еще одна линия, которая сейчас идет пропаганды, она
то, что в Европе к русским начали относиться отвратительно ужасно, как даже сравнивают отношение к евреям перед началом Второй мировой, что чуть ли не скоро не концлагеря для русских будут строить, и что есть такая коллективная ответственность, смотрите, нас ненавидят. Будет ли Запад разделять, условный Запад, да, будет ли он разделять Путина и простых русских людей, человека с русским паспортом, будет ли в Европе какая-то дискриминация? Ну, это же зависит от позиции человека. Я думаю, что наступили времена, когда коллективная вина очевидна. Что это вопрос же, понятно, что такая Россия, которая наступает, стреляет, убивает, это не Россия одного человека, и даже не Россия одного плюс 20 человек. Это Россия русских, которые согласились с этой войной, они согласились с тем, что 20 с чем-то лет ими руководит несменяемый один человек. Они согласились, они жили, голосовали, они поддержали, 70% сейчас поддерживают эту войну. Понятное дело, что россияне стали токсичны. Но как только война закончится, мне кажется, сразу наступит мир, в котором будут люди отличаться. Оппозиционные журналисты, условно говоря, от провластных. Люди, которые из России уехали 20 лет назад, и те, которые сейчас. Я думаю, что да, ситуация сложная. И я не думаю, что это сопоставима ситуация с евреями перед Второй мировой войной. Это скорее ситуация с немцами после Второй мировой. Потому что все немцы, я уверен, что среди немцев были немногие, но были, ненавидевшие Гитлера и режим нацистский, никогда не вступавшие в НСДАП и чуравшиеся, ненавидевшие, презиравшие его были. Я про таких читал. И обычные немцы, и интеллектуалы. Сидел же там епископ католический Карл Орф и писал Кармину Бурану, великую симфонию, ораторию. Но он же, естественно, к нацизму отношения немного имел. Люди уходили во внутреннюю эмиграцию. Но после Второй мировой войны они все оказались немцами. Немцами, которые были виновниками этой самой войны. И многие испытали неприятные чувства. Плохо принадлежать к народу-агрессору. Плохо. И для того, чтобы снять это напряжение, российские граждане, те, которые не согласны, должны об этом громко говорить. Потому что сегодняшняя ситуация – это ситуация, в которой молчание – знак согласия с войной. Я, в принципе, могу вспомнить даже замечательную фразу мною любимого Мартина Лютера Кинга. Он когда-то сказал, что в итоге, в конце концов, мы будем помнить не слова врагов, а молчание друзей. Что будет с Кинотавром? Что будет? Кинотавр – важнейший отечественный фестиваль и один из самых старых брендов Новой России. И я не думаю, что Кинотавру имеет смысл бренду продолжать существование в России такой. Я думаю, я еще не объявлял, сейчас я говорю тебе первому, я думаю, мы просто откажемся от его проведения в этом году. Невозможно. Будем ждать других времен. Национализируют. Слушай. Сказали ведь, компании, которые уходят. Они уходят, мы переносим. Которые уходят. Пусть ММКФ национализирует, он тоже перенесся. Мы же переносим. Что будет с российским кино? Оно будет сугубо внутреннего пользования за государственные деньги. Частных инвесторов нет, международных рынков нет, платформы ушли, российские платформы резко обеднели. Многие из них, я думаю, входят в сложные, совсем тяжелые времена, вступают. Думаю, что будут снимать много недорогих за государственные деньги фильмов, которые будут, с одной стороны, пропагандистские, а с другой дешевые жанры для того, чтобы развлекать. Комедии, хорроры, что-нибудь такое, что можно сделать. А международной жизни у них не будет. Представить себе, что кто-то может делать крутое независимое кино, как недавно делали, мне трудно. Если это будет, прекрасно. Эти фильмы будут замечены заграничкой.
и будут жить самостоятельной жизнью, пересекая границы и, так сказать, и показываясь так сказать, для специальных аудиторий. Ну, для чего существует такого рода кино независимое? Это же авторы, крупные авторы. Их смотрят любители, гурманы от кино. Их немного в каждой стране. Если фильм замечен большим фестивалем и попал в эту программу, он получает дистрибуцию в этих узких ограниченных аудиториях, ограниченных по количеству. Он живет, и это любопытно. Автор привлекает к себе внимание. Я боюсь, что для такого независимого кино оно не обязательно должно быть очень политизированным. Очень часто оно совсем не политизировано. Оно должно быть талантливым и не конвенциональным, свежим, неожиданным. Мне кажется, в нынешние времена это будет очень трудно. Есть ли у российских режиссеров, актеров, кто сейчас уехал из России, какое-то будущее и карьера на Западе? Конечно. У талантливых есть. Это же всегда вопрос, так сказать, на самом деле это таланта. Не уровня патриотизма, не вовлеченности в систему, в отношения. Поэтому многие так и держатся за эту патерналистскую отечественную систему. За, так сказать, отношения, за связи, за вхожесть в кабинеты, потому что тебе сразу финансируют. Ну, какие проблемы у Андрея Петровича Звягинцева? Он напишет свой... Мы как раз сегодня обсуждали новый сценарий. Он в России или нет? Нет, он не в России. Но он сначала его увезли в больницу, когда у него был сложнейший ковид. И он очень долго болеет, он еще в больнице. Я вам скажу, что у него такой сложный ковид, он почти 10 месяцев. Вот, со всеми возможными, неважно. Но, конечно, у него нет проблем. Будет. Я уверен. Его знают, его уважают, его любят, он сделает. Какие вопросы к Кантемиру Балагову? Он сделал 2 фильма, отмеченных в Каннах, прозвучавших, попавших во все списки лучших фильмов года. И он снял пилотную серию сериала HBO «The Last of Us» с Крейгом Мейзеном, автором «Чернобыля», и отказался от еще 1000 американских проектов. Выберет или там новый сценарий есть, сейчас как раз сделает. Вопросов у Киры Коваленко тоже нет. Она выиграла в прошлом году Каннский конкурс «Особый взгляд». Есть талант, есть идеи. Вперед. Это же весь мир так живет. Это же естественная система координат. Мне кажется, я не буду называть никого другого, но одаренных людей немало. Я правильно понимаю, что сегодня для талантливого режиссера, актера, или хотя бы амбициозного, выбор стоит либо уезжать из страны и делать себе карьеру, потому что внутри, за железным занавесом, понятно, что перспектив не будет? Я думаю, так. Мне кажется, так. А какие перспективы? Вы будете делать сериалы для отечественных каналов, для какой-нибудь выжившей платформы. Эти сериалы будут ограничены тематически, по понятной причине, в силу очевидной цензуры. Но если в стране не существует никаких средств массовой информации, независимых и оппозиционных, то почему должно существовать кино, разделяющее точку зрения оппозиционных средств массовой информации с авторами таковыми? Нет. Соответственно, кино то же самое. Если у вас государство не даст денег, надо собрать это. Может быть, удастся собрать, сделать, но куда оно появится, куда оно выйдет, может быть, ему удастся пересечь границы. Но такого кино много не будет. Да, мне кажется, что для одаренных людей лучше стартовать в другом мире. После письма Шойгу, которое он опубликовал, довольно странно в этом месте с Зеленским, что выглядит так, что у российской культуры 2 врага. Это Зеленский, Роднянский. Мы же украинские граждане, в этом смысл, я так понимаю. Я так понимаю, вы не единственные украинские граждане, которые... В кино? Кто-то еще есть? В российском? В российской культуре больше, в кино я не знаю, но я не знаю. Быть. Может быть. Может быть. Я просто пытаюсь... Какие-то последствия уже есть у этого письма? У меня пока и это письмо непонятно, как появилось. Мне начали звонить люди, так сказать, задавать вопросы, как вы будете делать. А я не понял даже, о чем речь идет. Я не пробовал, не испытывал на себе эти последствия, признаюсь честно. У вас какие-то открытые проекты были сейчас в России, которые сейчас там будут свернуты или под угрозой? Что-то было, да. Что-то свернем, конечно. Как вам поведение Зеленского в этой ситуации? Вы ожидали, что он будет себя так вести? Я к нему очень хорошо относился всегда. Вы что, его лично знаете? Хорошо знаю, да. Да. Он же начинал на канале, который я создал и которым руководил, на 1+1.
Поэтому я его знал давно и команду его знаю. Они, на самом деле, их все время недооценивали. Над ними хихикали, потому что почему-то считалось, что есть профессиональные политики, ну, некие там выпускники разношерстных юридических факультетов, почему-то считалось, что они могут быть политиками. А при том, кстати сказать, Зеленский тоже выпускник юридического факультета. Вот. А артист не может. Оказалось, что может. И очень удачно. Ну, я его знал. Он сильный, он энергичный, он очень умный, он очень харизматичный. И самое главное, он не трусливый. Вот сегодня это важно. Он президентом войны оказался еще более сильным, чем президентом мира. Президент мира, там, естественно, как бы конкурентная демократия, там они все время друг друга там критикуют, дискутируют. В общем, не все так сладко было. И у него рейтинг, нельзя сказать, что был выдающимся перед началом войны. Там было что-то 25, 27, не помню. А сейчас 95. Потому что он убедил народ, нацию. Сможет ли Запад сегодня отказаться от русской культуры, как, например, вот, то есть, ну, понятно, что можно отказаться там от энергоносителей, ну, кому-то в большей степени, кому-то в меньшей степени, но тем не менее, да, можно прекратить там торговлю, закрыть Макдональдс, если мы говорим про русскую культуру, да, все-таки Россия это не Иран в культурном плане. И Иран великая культура. Ну, она не настолько глобальная, сколько русская культура в мире, да, и если мы там условно канцелим иранскую там культуру, не важно, там афганскую культуру или кубинскую культуру, закрываем все их рестораны, ну и вообще, да, прекратим там песни, кино и так далее, то, ну, обыватель в мире этого, скорее всего, не заметит. Русская культура все-таки она глобальнее, и она пронизывает различные там аспекты жизни. Может ли Запад отказаться сегодня от русской культуры? И насколько вообще этот процесс происходит? Ну, слушайте, есть какие-то, вот я вижу, их распространяют очень часто в России, объявления там об отмене концертов Чайковского или Шостаковича, или Прокофьева. Вот. Я вижу очень много случаев, когда пытаются добиться, в основном украинские там, киносообщества, отказа крупнейших фестивалей и прокатных площадок от российских фильмов. Это есть. И мне кажется, это неправильно. Я бы даже сказал, это глупо. Мне кажется, единственным противоядием в отношении агрессии, мрака, бескультурия, невежества является культура. Естественно. А как иначе? Что может сделать человека лучше, чем настоящая культура, чем выдающаяся литература, могучие фильмы, гениальная музыка. Это необходимо. Поэтому я уверен, что сейчас крайности какие-то бывают. Надеюсь, что их немного. Если много, с этим надо бороться и выступать. Я лично буду всегда и везде. Я считаю, что это такая как бы неправильная, абсолютно лишенная здравого смысла и логики действия. Я верю, что Россия может измениться только изнутри. Снаружи ее никто не изменит. А изнутри она может измениться только во многом и, может быть, только благодаря собственной великой культуре. Потому что культура воспроизводит других людей, другую ментальность, другую совесть, другое отношение к тому, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Вы говорите, что перспективы в России, например, туманные, но если мы вспомним, например, Советский Союз, который тоже варился по большей части в собственном соку, в том числе и культура, тем не менее, там были сильные режиссеры, было сильное кино, которое оно не было оппозиционным по большей части. Да. И ничего, и сегодня вот обыватель, который вот сейчас нас с вами слушает, он говорит: слушайте, ну нам это вот голливудское это все хрючево, там, типа вот Макдональдс, нам оно не нужно, потому что мы же помним, мы жили за этим железным занавесом, который вы нас пугаете, и у нас были замечательные комедии, замечательные там патриотические картины, замечательная музыка. И вот она была великая культура, которую вы, наоборот, растоптали, впустив вот к нам сюда вот эту всю вот вашу западную дрянь из своего Голливуда, из своей этой Европы. А теперь, мы сейчас от этого очистимся. И опять у нас будет великое кино, великие там актеры, режиссеры, исполнители, музыка и все остальное. Ну да, это часть вот той картины мира, о которой я говорил. Другое дело, что она такая же иллюзорная, как и все остальные части этого пазла. Ну, начнем с простого. Сегодняшняя Россия никакой не Советский Союз.
Советский Союз был огромной частью всего мира, биполярного мира. И он был одним из полюсов этого биполярного мира, объединявшим огромное количество стран. В нем была идеология, в которую многие верили. Это было всерьез. Это была такая достаточно сложно устроенная экономика, не всегда эффективная, но разноэтажная, глубоко эшелонированная и с сильными очень сегментами, с могучей фундаментальной наукой. А значит, при такой промышленности и такой науке с отдельным и очень многочисленным классом научно-технической интеллигенции, которая, кстати сказать, и была главными зрителями качественного кино в России, в Советском Союзе. Сегодня этого нет. Во-первых, Россия, боюсь, наверное, и расстроить, далеко не полюс современного мира. Вторым полюсом современного мира является Китай, а Россия в результате этой ситуации оказывается большой территориально страной, занимающей небольшое экономическое место между двумя лидерами, у которых примерно по 20% мирового ВВП, и Россия со своими 1,5 занимает место где-то рядом с Китаем. И такой слабый и управляемый союзник, очень зависимый. Это первое. Второе. Настоящей идеологии нет. Никто ни во что не верит. Торжествует цинизм. Цинизм, страх, боязнь нарушить правила и пострадать, и с одной стороны, а с другой играть по правилам и преуспеть. Страшное желание преуспеть и ужас от поражения. И это сразу для кино плохо, потому что кинематограф оперирует, вот ткань кинематографа – это мысли, надежды, мечты. Я не преувеличиваю. Люди делают фильмы и приходят, самое главное, смотрят фильмы для того, чтобы заразиться эмоцией. Вот для чего делается кино. Оно предлагает аудитории эмоцию. Любовь. Это не может быть цинично. Это должно быть по-настоящему. Ненависть тоже. Отрицание. Неважно. Это настоящее чувство. Это не циничные хихи-ха-ха. И это не идеологические симулякры, потому что это не все всерьез, обслуживающие современную идеологию. Ну, то есть идеологии нет. Экономика слабая. Финансировать весь этот кинематограф будет очень трудно. В советские времена его финансировала, вы будете смеяться, аудитория. И за доходы от советского кино существовало и образование, и медицина. Что люди ходили. А сейчас денег будет мало. Они и сейчас не особо ходили. Ходила молодая аудитория в основном. И ходила в основном на как раз американское кино. Восстановила кинопрокат в России американская кинематография. Начиная здесь с «Титаника». «Титаник» вернул зрителей в кинозалы. И благодаря регулярному появлению на экранах американских блокбастеров выросли частные кинотеатральные сети. Сейчас вопрос состоит в том, выживут ли они в нынешней ситуации. Потому что они же все частные. И без государственной помощи, вливаний, они не смогут выжить. Потому что доля американского кино в прокате составляла 75%. Иногда 80%, а иногда 70%. Но это в среднем, скажем, 75%. Ну, прости. Можно говорить все, что угодно, надо нам или не надо. Но для кинотеатральной аудитории это главное и абсолютно несопоставимое ни с чем предложение репертуара. Будь это там марвеловские комиксы, нравятся они или не нравятся, или продолжение «Дюны», или «Джеймс Бонд». Все то, что на самом деле собирало. В прошлом году несколько фильмов собрало, я практически все их назвал, и их не будет продолжений. Соответственно, так. В ответ, а что же делать? А если те самые великие режиссеры, любимые актеры, которые были в советские времена, боюсь, что тоже с этим напряженно. Короче, мне кажется, кино может все-таки жить в относительно стабильном и разнообразном, таком сегментном обществе. До конца сталинских времен кинематограф делался как идеологический инструмент. Будь это даже великие какие-то фильмы Чапаев или, не знаю, Александр Невский. Это фильмы делались под управлением Госкино. Их смотрел, принимал и обсуждал лично Иосиф Виссарионович Сталин. Он у нас был главным продюсером. После его смерти, и уже с оттепелью кинематограф появился настоящий, ориентированный на аудиторию. То есть кинематограф потребительской аудитории, то есть потребителей, тех, кто приходит в кино. И появились вдруг фильмы,
которые были ориентированы не на всех, а на разные сегменты, вызывавшие, так сказать, интересовавшиеся тем или иным фильмом, но вызывавшие раздражение у других сегментов. Ну, вот тогда и возникли споры по поводу авторского кино первые. А зачем, а кому вы снимаете? Ну, тот же Тарковский. Народу это не понравится, писали. Ну, какому народу? Это какой-то часть аудитории это обожает, любит. Это стало классика. А массовая аудитория смотрела, и, слава богу, там, «Москву слезам не верит». Ну, отличная сказка, социальная, укорененная в реальности. Здорово. Ну, то есть был разный кинематограф, как ни странно. Был даже остросоциальный кинематограф, условно говоря, Вадима Юсуповича Абдрашитова с Александром Миндадзе в качестве сценариста. Но это остросоциальное серьезное кино. Будет ли оно сегодня такое? Будет ли оно задаваться нравственными вопросами про людей, живущих в нынешней России? Сможет ли оно критиковать хотя бы определенные сегменты современной жизни? Я почему-то сомневаюсь. Мне кажется, но если нет медиа, которым это позволено, если самые несчастные какие-то сайты исчезли, которые там «Бумага» питерская, хороший сайт, я не несчастный, ну, закрыто все почти. Но остался там YouTube, Facebook закрыт, там, ну, просто высказаться невозможно. А YouTube этот самый, Instagram, Twitter, то почему в кино это будет возможно? У меня же очень простой вопрос. Ну, соответственно, советский кинематограф был намного богаче и свободней, чем может оказаться сегодня российское кино, при всех сложностях цензуры. Я уже не говорю про качество цензоров. Это все-таки было госкино, были серьезные образованные люди, как правило, с гиковским образованием, которые обсуждали всерьез, которые входили в дискуссии, с которых можно было в чем-то убедить, в чем-то переубедить. Многое закрывалось, много уходило на полку, но все-таки там были какие-то возможности. Сейчас с кем вы будете разговаривать? Какой ВГИК? Да и что такое ВГИК? Я добавлю, знаешь, там у того же вышеупомянутого Мартина Лютера Кинга была очень хорошая фраза, что для правого дела нет неправильного времени. Вот никогда не поздно сказать, что что-то неправильно. Никогда не поздно признать собственную неправоту. Никогда не поздно согласиться с ошибкой, признать ее, извиниться и работать над ликвидациями ее последствий. Я убежден, без сомнения убежден в том, что Россия когда-нибудь встанет на этот путь и будет развиваться как выдающееся современное демократическое государство. И она будет частью современного мира. Вопрос во времени.